Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как уменьшить отеки дома? Задержка воды в организме – один из вариантов нарушения водного обмена, который врачи характеризуют как гипергидратацию. В обывательской среде это состояние называют задержкой жидкости или отеком, отечностью. Механизм задержки воды может наблюдаться в системе кровообращения, полостных органах и мягких тканях. Визуально это проявляется в виде отеков рук и ног, появления лишнего веса. Почему в организме задерживается вода? Причин для этого много. Одни из них не представляют опасности для здоровья, другие являются очень серьезными. Физиологическая задержка воды может наблюдаться у женщин перед началом цикла или во время вынашивания ребенка. Признаки задержки жидкости наблюдаются у физически неактивных людей, прикованных к постели больных, а также у пассажиров, преодолевающих длительные перелеты в положении сидя. Задержка воды проявляется слабостью, головокружениями, нарушением сна. Среди факторов, провоцирующих задержку воды в организме, особое место занимают серьезные заболевания, такие как сердечная недостаточность, патологии почек, новообразования различного происхождения, расстройства эндокринной системы. Если у человека появляются симптомы задержки жидкости, следует как можно быстрее обратиться к врачу с целью выяснения причин и оказания медицинской помощи. Если отеки не выражены или вызваны физиологическими процессами, вывести избыток жидкости из организма можно в домашних условиях, применяя простые способы. Ограничьте употребление соли. Привычная на кухне соль представляет собой хлорид натрия. Организму натрий необходим для связывания с водой и сохранения баланса жидкости на тканевом и клеточном уровне. Хлорид натрия поступает в организм с пищей. Если в повседневном рационе присутствуют продукты с высокой концентрацией соли, это может стать причиной задержки воды. В обработанных продуктах концентрация соли наиболее высокая. Самый простой способ уменьшить задержку воды – уменьшить ежедневное потребление соли, то есть натрия. В отношении этого подхода не все мнения ученых однозначны. Результаты нескольких экспериментов подтвердили, что повышение объема натрия в пище приводит к более выраженному удержанию воды в тканях организма. Однако данные другого исследования, проведенного с участием здоровых мужчин, говорят об отсутствии подобного эффекта. Подобные разногласия ученые объяснили индивидуальными особенностями каждого организма. Увеличьте количество потребляемого магния. Магний входит в число важнейших минералов, дефицит которых приводит к тяжелым последствиям. Магний является компонентом, без которого не осуществляется около 300 ферментативных процессов. Кроме этого, магний в сочетании с кальцием обеспечивает сокращение и расслабление скелетной мускулатуры. Минерал необходим для синтеза белка, главного строительного компонента новых клеток. Как выяснили ученые, увеличение перорального приема магния помогает снизить объем задерживаемой в организме воды. Наблюдение за женщинами показало, что прием 200 мг магния в день уменьшает задержку воды в предменструальный период. Другие независимые исследования, посвященные магнию, с участием женщин, показали подобные результаты. Лучшими натуральными источниками магния считают орехи, темный шоколад, зеленые листовые овощи, цельнозерновые продукты. Для удобства можно использовать активные добавки с высокими дозами магния, доступные в аптечной сети или в онлайн. Увеличьте поступление в организм витаминов 6. Витамин В6 – один из представителей большого семейства водорастворимых витаминов, который играет огромную роль в жизни клеток. Без витамина В6 невозможно образование здоровых эритроцитов, выполнение жизненно важных функций внутренних органов. Исследования показали, что во время предменструального синдрома витамин В6 предотвращает задержку жидкости в организме женщин. Лучшими источниками витаминов 6 считаются бананы, грецкие орехи, картофель, мясо. В аптеках или проверенных онлайн-магазинах можно приобрести добавки, в которых витамин В6 содержится в высоких дозировках. Введите в рацион продукты, насыщенные калием. Калий крайне важен для организма. Он необходим для передачи нервных импульсов, обеспечивающих полноценную работу всех частей тела. Калий – один из главных минералов, поддерживающий здоровье сердца. За счет регуляции водного баланса калий оказывает гипотензивное действие. Калий регулирует выведение избытка воды двумя способами. Он является естественным антагонистом натрия и увеличивает объем выработанной мочи. Недостаток калия вызывает нарушение функций почек, вплоть до развития почечной недостаточности. Самый высокий уровень калия зафиксирован в авокадо, помидорах, бананах, шпинате, фасоли. Введите в рацион одуванчик. Одуванчик лекарственный, лад.
Тероксакам официал часто применяется как натуральное мочегонное средство. Активные вещества растительного диуретика снижают объем задерживаемой воды за счет частых позывов к мочеиспусканию. Ученые организовали эксперимент с участием 17 испытуемых. Всем участникам предлагали в течение одного дня 3 дозы экстракта листьев одуванчика. В дальнейшем за участниками наблюдали несколько дней. Фиксировалось количество потребляемой и выделяемой жидкости. Анализ показал значительное увеличение выделяемой мочи. Несмотря на то, что в исследовании не было контрольной группы, полученные данные подтвердили, что экстракт одуванчика может использоваться как эффективное мочегонное. Помимо уменьшения задержки воды, одуванчик оказывает комплексное положительное влияние на организм. Экстракт одуванчика можно найти в интернет-магазинах. Исключите из диеты рафинированные углеводы. Употребление в пищу продуктов, содержащих рафинированные углеводы, провоцирует быстрые всплески показателей глюкозы и инсулина в крови. Повышение инсулина запускает механизм удержания в тканях натрия. Это происходит за счет повышения реабсорбции натрия в почках. Результатом данных процессов становится увеличение количества жидкости в мягкотканных структурах организма. Рафинированные углеводы в большом количестве содержатся в обработанном столовом сахаре, белой муке. 7 продуктов, помогающие вывести избыток жидкости. Механизмы уменьшения задержки воды изучаются по настоящее время. Данные многочисленных исследований позволили определить ряд методов выведения избытка воды из ткани организма. Чеснок. Мы привычно считаем чеснок противовирусным средством. Однако доказано, что он оказывает мочегонный эффект. Петрушка – эта трава, имеет репутацию мочегонного средства в народной медицине. Хвощ полевой. Одно исследование показало, что хвощ обладает мочегонным действием. Фенхель – это растение также может оказывать мочегонное действие. Крапива – это еще одно растение, используемое для уменьшения задержки воды. Пейте отвар кукурузных рылиц – традиционное мочегонное средство, популярное в разных странах. Попробуйте клюквенный сок. Существует мнение, что продукт способен уменьшить задержку воды. Противоотечный эффект сопровождается выраженным противовоспалительным, мягким слабительным действием. Перечисленные средства способствуют выведению лишней жидкости, однако нельзя забывать, что растительные компоненты могут провоцировать нежелательные побочные эффекты. Прежде чем начинать прием фитопрепаратов, стоит проконсультироваться с врачом на предмет оптимальной дозировки и возможных противопоказаний. Автор статьи – Соколова Нина Владимировна, фитотерапевт. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.